чем мне бояться, это же обычный врач, кто-то мне лезет в мое, ну вы поняли, короче, зона бикини. Настя, ты готова к этому? Просто падаю в шок. Мне 15 лет, нужно себя в руки взять, стесняюсь своего тела. Нижнее белье, в котором я чувствовала себя просто. Я захожу в кабинет и вижу там мужчину. Всем привет, и вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. Несколько дней назад я впервые за всю свою жизнь сходила к гинекологу. И что вам сказать? Это был очень интересный опыт, да. И в этом видео я хочу им вместе с вами поделиться, рассказать, как это все произошло, для чего я вообще ходила к гинекологу и, в принципе, дать вам мои советы, как взять себя в руки, не бояться этого и пойти к врачу, да. Ну и дисклеймер, то, что это видео только для девочек, мальчики, отключаемся, здесь будет много девчачьих тем в этом видео, так что отключайтесь, девчонки, оставайтесь и давайте начинать. Вообще, хочу начать с того, что я до недавнего времени не знала, кто такой гинеколог, чтобы вы понимали. Нет, я серьезно сейчас, ребята, говорю. Я не интересовалась этой темой, я знала то, что как бы есть врачи, которые занимаются этим, но я не знала то, что их называют гинекологами, и то, что как бы к ним нужно ходить каждые полгода. Для тех, кто не знает, кто такие гинекологи, это врачи, которые... Как бы вам так легче объяснить? Это... Мне вот сейчас так же неловко, как когда я впервые снимала видео о месячных. Знаете, как-то в последних видео я об этом нормально говорю. Вот про эту тему я говорю в первый раз, и это так странно, блин. Короче, гинекологи — это те, кто лечат ваши внутренности, которые между ваших ног. Ну, вы поняли, короче, зона бикини, да? Я не знала, кто это такие, пока мне мама не предложила сходить в это место. Ей одна из ее подружек, она посоветовала клинику хорошую, и как бы мама предложила мне. Я, наверное, могла бы сразу, как только мне сказали то, что Настя, ты пойдешь к гинекологу, я могла бы посмотреть в интернете, кто это вообще такой. Но нет, ребята, повела себя так, как всегда. Просто подумала то, что, ну, гинеколог какой-нибудь там врач, просто там проверит меня, все-таки, ну, нужно проверяться раз в год хотя бы, и как бы забила на это. Где-то за 2 дня до приема меня мама спрашивает, типа, Настя, ты готова к этому? Ты там все подготовила? Побрилась? Морально подготовилась? Не боишься ли этого? Я как бы ее спрашиваю, о чем мне бояться, это же обычный врач. После чего она мне все объясняет, и я просто падаю в шок. Серьезно, ребята? Я просто на нее смотрю вот такими вот глазами, и мама мне говорит, что, серьезно? Вообще не знаешь, кто это такой? И я такая... Ну как бы... Нет. Сразу же после этого у меня начала появляться куча картинок в голове, как мне кажется, у многих девочек. У меня вот эта вот картина, то, что кто-то мне лезет в мое тело, внутрь моего тела и в такую самую, знаете, приватную часть. Я начала смотреть кучу видео, у меня появилась какая-то паранойя. Я этого жутко боялась, но я понимала то, что уже обратного пути нет. Меня мама уже записала, и как бы мне 15 лет, нужно себя в руки взять и сходить все-таки. Потому что это такая, знаете, женская вещь, которую, ну, нужно проверять, да. В тот же вечер я решила побриться. Кстати, ребята, о бритье хотели бы вы, чтобы я сняла отдельное видео на эту тему, то есть рассказала вам, как у меня проходило мое первое бритье, чем я пользуюсь, как я бреюсь и все такое. Напишите в комментариях, если вам будет интересно такое видео. И сейчас хочу дать небольшой совет девочкам. Если вы хотите бриться, брейтесь. Если вы не хотите бриться, не хотите никак готовиться, то не надо это делать. Делайте так, как вам комфортно. На вас никто не будет давить. Если вы не побреетесь, врач вам ничего не скажет. Это все зависит только от вас. Если вы хотите этого, то делайте. Если не хотите, то не надо. Я решила то, что я хочу это сделать. Я морально подготовилась. Я себе выбрала нижнее белье, в котором я чувствовала себя просто... Ну и на следующий день мы поехали в эту клинику. Как вы понимаете, это тайская клиника, но так как она хорошая, там многие разговаривают по-английски. Я сразу сказала то, что я не собираюсь говорить по-тайски с доктором, потому что это все-таки очень серьезная вещь, и какие-то слова я не понимаю. Плюс медицина — это все очень-очень сложно. И я сказала то, что я лучше буду использовать язык, который мне гораздо легче, который я буду понимать. Провели нас, мы сидим, ждем. Из-за того, что сейчас у нас в Таиланде, можно сказать, карантин. Не знаю уже, какая волна коронавируса пошла, но, короче, все сидят дома, и там где-то в этой клинике было максимум 5 человек. Мы сидели, ждали где-то
где-то, мне кажется, минут 20, наверное, точно не помню. Не очень долго, но для меня вот это время шло очень-очень стрессово, потому что я хоть и была морально готова, я реально очень сильно боялась. Вообще, я хочу сказать, из-за чего у меня вот эта вот вся боязнь. Я человек, который очень стесняется своего тела, даже если могу так сказать. Я перед мамой, чтобы вы понимали, стесняюсь раздеваться, переодеваться, а не то, чтобы перед каким-то незнакомым человеком. И для меня это, правда, было очень стрессово, я боялась, я не знала, что может произойти. И приходит мой черед. Я захожу в кабинет и вижу там мужчину. Чтобы вы понимали, у меня сразу же эмоции на моем лице просто... Они вот настолько поменялись, и врач просто на меня смотрит и спрашивает: Are you okay? Как бы у вас все в порядке? Я, конечно же, говорю: да, все хорошо, но на самом деле в голове у меня просто... А как? А как это? Мне сейчас вот ему нужно будет все показывать, да? Я, чтобы вы понимали, пошла в кабинет одна, то есть я сразу сказала маме то, что как бы нет, мне не нужна поддержка, я пойду туда одна. И просто у меня столько мыслей, чтобы вы понимали, в голове прошло. Я очень сильно переживала, я очень сильно боялась, я не знала, чего ждать. Но мы сели за столик, врач начал меня успокаивать, спрашивал вопросы личного характера. Сначала спрашивал как бы мой возраст, когда у меня начались месячные, также спрашивал, ну как бы вопросы про мою... Да. Ну, такие личные вопросики, которые я вам советую быть готовым, то, что вам их будут задавать, сразу там подготовить какие-нибудь ответы, чтобы потом не растеряться, когда вы пойдете к гинекологу. Я, в принципе, не растерялась, я все сказала, у нас этот разговор шел максимум 3 минуты, и меня послали раздеваться. Это хорошая клиника, и там достаточно был просторный кабинет, там была такая ширма, где можно раздеваться, и я пошла туда. В этот момент, пока я раздевалась, я еще по несколько раз подумала, что может произойти со мной, нужно ли мне это, может еще не поздно просто выбежать из этого кабинета и сбежать. Но нет, я решилась, я разделась и села на это кресло. Именно все в подробностях, ребята, я не буду вам рассказывать, потому что я, конечно, не знаю, что они там делали, я только чувствовала, да. Просто скажу вам то, что это не больно, но приборы, которые они используют, они реально страшные, как бы они так крипово выглядят, знаете, и как бы то, что это могут тебе засунуть. Очень страшно. Вовсе не больно. Вся процедура у нас прошла 5 минут. У меня все осмотрели. Я оделась обратно. Врач мне сказал то, что у меня все нормально, все шикарно, все хорошо. Также поговорил там с моей мамой, объяснил ей, что нужно, чтобы там поддерживать здоровье и так далее. И в принципе на этом закончился мой прием. Да. Мне просто не верится то, что я сейчас вам все это рассказала. Это так неловко, блин, ребята. Так, давайте подведем небольшие итоги. Во-первых, ребята, еще раз говорю то, что это вовсе не больно. Можно сказать то, что я почти ничего не чувствовала. Просто 5-минутное дело, вас осмотрят и все, больше ничего. Вы не будете никакой боли ощущать, если у вас хороший врач. Да, очень важно подбирать себе хорошего врача. У меня был хороший врач, который меня хорошо осмотрел, мы нормально пообщались, и все было нормально. Даже под конец, хоть мне и было неловко, у нас вот этот вот весь, знаете, напряжение, оно как-то пропало. Так что выбирайте хорошего себе врача. Продолжая тему с врачами, я хочу сказать то, что неважно, кто у вас будет, мужчина или женщина, как врач, у врачей нету пола. Ребята, запомните это. Если вы переживаете то, что врач-мужчина увидит у вас что-то там и будет просто вау. Ребята, он видит такие, как вы, наверное, минимум 5 раз в день, чтобы вы понимали, и как бы его там уже ничего не удивит, так что не бойтесь, неважно, женщина, мужчина, они все врачи, которые хотят вам помочь с вашим здоровьем, и никто вам вреда, какого-то зла не желает, так что не бойтесь, да, девочки? Ну, в принципе, вот и все. Честно, для меня это было очень сложное видео, но я очень рада то, что я его все-таки сняла, поделилась с вами моим опытом. Также хочу сказать вам то, что у меня на канале есть отдельный плейлист для девочек, в котором я рассказываю много советов для девочек, также о моем опыте в каких-то, знаете, таких интересных штучках. Так что плейлист будет в описании, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас целую, до скорой встречи и
Всем пока-пока.